Марк Томпсон, 35 лет. Как оператор-документалист, снимающий фильмы о дикой природе, он и сегодня шел по саванне для съемок. Палящее послеполуденное солнце жгло ему спину, но к такой жаре он уже давно привык. И тут взгляд Марка зацепился за огромную акацию. Он направился к дереву, надеясь найти тень и хоть немного укрыться от зноя, но по мере приближения его насторожила форма дерева. Она была совсем не такой, как у обычной акации. Марк достал камеру и увеличил изображение объективом. В тот момент, когда он увидел увеличенную картинку на экране, у него сжалось сердце. В середине огромного дерева застряла голова льва. За 15 лет странствий по саванне и наблюдений за самыми разными сценами Марк никогда не видел ничего подобного. Он на мгновение замер, затем медленно приблизился ко льву. Чем ближе он подходил, тем ужаснее выглядела ситуация. Огромный взрослый самец льва полностью застрял шеей в отверстии дерева и дрожал от боли. Он был настолько истощен, что сквозь кожу проступали ребра, а взгляд его был пустым и расфокусированным. Казалось, он просто ждал смерти. Увидев Марка, лев слабо зарычал. Это был предупредительный звук, но в нем уже не было силы. Дрожащими руками Марк достал из рюкзака бутылку воды. Когда он осторожно влил воду льву в пасть, тот едва высунул язык и проглотил ее. Марк посмотрел льву в глаза. В них были боль, отчаяние и смирение. Он ничего не мог понять. Почему царь хищников оказался брошенным посреди саванны с головой, застрявшей в дереве, и сколько времени он провел в таком состоянии? Еще 6 месяцев назад этот лев был вожаком Прайда, настоящим королем, который вел стаю сокрушительной силой и лидерством. При этом он был заботливым отцом, у него была любимая львица и маленький львенок. Он искренне заботился о своем Прайде, и все уважали его. Это был день, когда счастливая и спокойная жизнь продолжалась. Львенок бегал вокруг короля, играя и с любопытством изучая все вокруг. Он подбежал к акации вдалеке и, обнаружив большое отверстие в стволе, загорелся от восторга. Это был небольшой тоннель, проходящий насквозь к другой стороне дерева. Через мгновение львенок высунул голову с другой стороны и позвал папу. Король улыбнулся и медленно подошел. Он от всей души играл с львенком. Обходя дерево кругом, притворяясь, что догоняет его, он слышал, как львенок радостно перепрыгивает на другую сторону отверстия. Король игриво зарычал и просунул голову в отверстие, протолкнув ее глубже к львенку. И в этот момент он почувствовал, что что-то не так. Голова не выходила обратно. Он начал царапать землю лапами, извиваться всем телом, но не мог сдвинуться ни на сантиметр. Сердце бешено заколотилось, его накрыл страх. По другую сторону отверстия львенок, наблюдавший отчаянную борьбу отца, разрыдался. Услышав крики короля, львы со всех сторон бросились к дереву. Увидев, что голова короля застряла, все набросились на ствол. Одни грызли дерево, другие рвали его когтями, но лишь кора отслаивалась, акация не поддавалась. Так прошла неделя. Король все еще был зажат в дереве, и уважаемый правитель в одночасье стал обузой для Прайда. Прайд больше не мог двигаться, они не могли бросить короля и не могли его спасти. Пища становилась все более редкой, львы изнемогали. Гиены, почуяв запах умирающего короля, начали кружить вокруг. Львам приходилось по очереди сторожить его по ночам. Со временем атмосфера в Прайде изменилась. Тут и там начали звучать недовольные голоса. Лидер, который не мог вести за собой, стал ненужным. В этот момент вперед вышел молодой самец, сильный и холодный, давно присматривавшийся к трону. Он медленно подошел к застрявшему королю и оскалил острые клыки. Это был вызов.
Но бывшему королю ничего не оставалось, кроме как уступить власть. Новый король решил, что лучше избавиться от прежнего, прежде чем уйти. Если тот вдруг освободится, его положение окажется под угрозой. Но он был молод и хитер. Оглянувшись, он увидел около 10 львов, наблюдавших за ним, и заметил в их глазах сочувствие к бывшему королю. Тот пользовался абсолютной поддержкой Прайда, и убийство в такой несправедливой ситуации могло стоить новому королю доверия. К тому же не было нужды марать лапы. Гиены или другие хищники рано или поздно сделают это сами. Новый король отступил и увел Прайд прочь. Львенок и львица были вынуждены последовать за всеми. Оставить Прайд было недопустимо. Львенок плакал, оглядываясь на каждом шагу, а львица торопила его. Им нужно было выжить. Так лев остался один с головой, застрявшей в дереве, и лишь его одинокий рык разносился по саванне. С этого момента начался настоящий ад. Оставшись один, лев без конца дергался и бился, изо всех сил пытаясь вырваться, но безуспешно. Со временем силы уходили, пришла жажда, губы потрескались, настал голод. Когда шел дождь, он широко раскрывал пасть, пытаясь поймать падающие капли. По ночам раздавались звуки гиен, и каждый раз он рычал, собирая последние силы, чтобы отпугнуть их, ведь если бы они поняли, что он не может двигаться, он стал бы добычей мгновенно. Время шло, тело льва иссохло, ребра выпирали, мышцы исчезали, но он не сдавался. Думая о жене и детеныше, он каким-то образом продолжал держаться. И именно в этот адский период его случайно обнаружил Марк. Он срочно связался со спасательной командой, так как состояние льва было критическим. Через час прибыла машина спасателей. Кейт, опытный специалист с 15-летним стажем, сразу помрачнела, увидев картину. Тяжелое истощение. Она немедленно ввела капельницу и антибиотики. Осмотрев дерево, Кейт поняла, что резать прямо в месте, где застряла шея, крайне опасно. Любое движение могло ранить льва. Нужно было действовать максимально осторожно. Вдруг она заметила металлическую табличку на коре и связалась с Национальным центром наследия. Дерево оказалось природным памятником, и его повреждение грозило наказанием. Командир спасательной группы был непреклонен – следовать правилам и не повреждать дерево. Время шло, дыхание льва становилось все тяжелее, взгляд все более пустым. Обсуждения не приносили решения, и тогда вперед вышел Марк. Он взял бензопилу, несмотря на попытки Кейт его остановить, сказал, что берет всю ответственность на себя, и включил ее. Резкий звук разнесся по саванне, цепь вгрызлась в древесину. Кейт тяжело вздохнула и присоединилась к нему, а вскоре и остальные спасатели начали помогать. Все были готовы понести наказание ради спасения жизни. Марк осторожно подводил пилу к древесине вокруг шеи льва, понимая, что малейшая ошибка может стоить ему жизни. Слой за слоем дерево поддавалось, лев слабо дрожал, и когда последний кусок упал, тюрьма, державшая его 6 месяцев, рухнула. Лев был свободен. Его вид был ужасающим, истощенное тело, почти полностью выпавшее из-за голода и стресса некогда величественная грива. Он медленно пошевелил головой, попытался приподняться, лапы дрожали, тело шаталось. И тут издалека к ним мчался львенок с куском мяса в пасти, а за ним бежала львица, его семья. Увидев освобожденного отца, львенок широко раскрыл глаза, зарыдал и бросился к нему, прижимаясь всем телом, не веря, что тот жив. Лев начал обнимать и вылизывать детеныша, ощущая тепло сына после столь долгого времени, а львица тоже подбежала и прижалась к нему. Семья воссоединилась, и глаза Марка, Кейт и всех спасателей наполнились слезами.
Вскоре Марк заметил вокруг дерева кости антилоп, импал и мелких млекопитающих и вспомнил мясо, которое нес львенок. Тогда он понял, как лев выжил. Львенок и львица тайком приносили ему еду, не сдаваясь в ожидании дня, когда отец освободится. В этот момент издалека раздался низкий угрожающий рык, и все похолодели. Приближался самец с убийственным взглядом, новый король, выследивший львенка. Львы подчинялись ему, но не отдавали сердца, и он не мог стерпеть того, что семья прежнего короля жива. Пока бывший король был жив, он не мог стать истинным правителем, и он решил уничтожить их всех. Марк выхватил усыпляющее ружье, понимая, что выстрел всего один. В момент выстрела новый король резко дернулся, и дротик упал на землю. Команда оцепенела, новый король приближался, бывший король попытался встать, но после 6 месяцев мучений едва держался на ногах. Когда новый король приготовился к атаке, львенок бросился вперед и зарычал, но был отброшен ударом лапы. Львица ринулась защищать детеныша, но была слишком слаба против молодого самца. Марк подумал, что все кончено, и закрыл глаза, но в этот миг со всех сторон раздался мощный рев. Прайд мчался к ним. Львы окружили нового короля, и сколько бы он ни рычал, запугать их он не смог. Даже при всей своей силе он не мог противостоять многим и был вынужден отступить. Бросив последний злобный взгляд на бывшего короля, он ушел, а Прайд молча смотрел ему вслед. Марк не мог перевести дыхание. За 15 лет съемок он не видел ничего подобного. Вспомнив о камерах наблюдения, он бросился к машине, достал ноутбук и перемотал записи на 6 месяцев назад. На экране развернулись потрясающие сцены. Молодой лев угрожает застрявшему королю, уводит Прайд, а тот корчится от боли. Марк понял, что этот лев был настоящим королем, а молодой узурпировал трон и бросил его. Но львица и львенок тайно заботились о нем, а верность Прайда была поразительной. Они навещали бывшего короля каждый день, охраняли, защищали и делали все возможное, чтобы он выжил, надеясь на его возвращение. Марк был глубоко тронут и не мог сказать ни слова. Кейт продолжила лечение, вводя жидкости, антибиотики и питательные вещества. Лев постепенно набирался сил, в его глазах снова появилась жизнь, и вскоре он, пошатываясь, но самостоятельно, впервые за 6 месяцев встал на ноги. Он медленно подошел к Марку и склонил голову. Высший знак благодарности, на который способен дикий хищник. Затем он направился к Прайду, который окружил вернувшегося короля и склонил головы в знак уважения. Король вернулся на свое место, взревел в небо, возвещая о своем возвращении, и Прайд медленно углубился в саванну, а рядом шли львица и львенок. Все встало на свои места. Марк поднял камеру, снимая удаляющиеся силуэты, понимая, что за 15 лет работы не было момента ценнее этого. Он тихо достал ручку и написал название своего следующего фильма «Возвращение короля».